Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Борщ наш, змеиный наш. Крым вообще наш, без вопросов, а точнее он крымлый. И остальные итоги этой недели на фоне ваших комментариев из-под донатов, на фоне отчета о работе волонтерского центра Деда, за ваши донаты в том числе. Начну с того, что у Пенса теперь есть телеграм-канал. Ссылка в первом комментарии к ролику всегда, название канала «Нудный Пенс» одним словом. Там будет то, что либо не влазит в Твиттер, либо подпадает под цензуру в Ютубе и Фейсбуке, либо все сразу. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Больше всего меня в происходящем сейчас вокруг волонтерства поражает не то, какое количество мошенников появилось в эти времена. Опустошают волонтерские счета, продают несуществующие броники, снимают с карточек последние, часто кредитные, копейки и тысячи. Обещают эвакуировать и не вывозят, и очень-очень-очень многое другое. А то, что этим людям верят. Проводят предоплаты, оглашают и проводят сборы на несуществующее приобретение никогда не существовавших контор. Нет, я сейчас не о притуле и не об истории с байрактарами. Насколько я понимаю ситуацию с собранными в этой ситуации средствами, Притула совместно с Резниковым и другими людьми решают, как распорядиться собранными волонтерскими деньгами максимально эффективно. Ну, просто столько всего надо, что любая копейка в кассу, как говорится. Я о другом. На этой неделе дед, которому Пенс переправляет ваши донаты, сделал пост, в котором указал, что оказывается, лично для меня это было дико, нашлись инфузории, которые, прикрываясь репутацией деда, косят бабло себе прямо в хлебало. Дед не обнародовал их имена, но сам факт – хунта. Судьба этих организмов грустна и незавидна однозначно, с такими поступают по заслугам. Но я хочу просто лишний раз напомнить всем – думайте. Помогайте только и исключительно через тех, кого либо знаете лично, либо о ком слышали многократно, либо о ком многократно кто-то близкий отзывался хорошо. Поймите меня правильно, темные времена всегда проявляют как хорошее в людях, так и плохое. И на фоне плохого хорошее может просто затеряться, а то и захейтиться. В общем, думайте. Мы же продолжаем. На этой неделе или еще на прошлой неделе, честно говоря, я уже не слежу за днями давно, накопленная в банке шестизначная сумма была отправлена деду и вложена в прекрасные штучки, которые позволяют видеть плохих русских в любое время суток и превращать их в хороших. Такое вот волшебство. На фотографиях, которые вы видите фоном, еще много что можно разглядеть. Кстати, не без вашей помощи на ноль был отправлен юбилейный 25-й ежакомобиль. Наша держава палец о палец не ударила, чтобы все это могло случиться. Все это ваша и только ваша заслуга. Но разве только что дороги кое-где и щиты вдоль дорог везде с напоминанием о том, кто у нас главный в стране шашлычник, были сделаны за откаты с наших с вами налогов. Все остальное – ваши донаты. Да, эти транспортные средства не отличаются устойчивостью к дальнобойным пробитиям. Но, во-первых, далеко не каждый мобиль можно показывать открыто, и многие я не показываю. А во-вторых, чем-то надо возить воду, лопаты, носки, трусы, медицину, а на чем-то надо просто быстро подскочить к нужной точке, сделать там дело и быстро оттуда вернуться на базу. Самые жаркие сейчас места – это, конечно, Изюмское, Лисичанское, Херсонское направление. И читая сводки и личное мнение экспертов, я понимаю, не будь волонтеров и не будь западной помощи, орки давно были бы не под Лисичанском, а гораздо дальше. Делать шашлыки из наших городов они научились исправно. Давайте все же немного о хорошем. Начавшаяся задолго до вторжения грызня и россиянская возня вокруг объявления борща исконно русским блюдом закончилась для них на этой неделе бесславно, как и блистательный трехдневный блицкриг на Киев. ЮНЕСКО признали борщ нематериальным культурным наследием. И право этого наследия за Украиной. Борщ – это Украина. Выкусите, россиянцы, а точнее сказать, отслеживайте кулинарные тенденции и дальше. Не сомневаюсь ни секунды, что после нашей перемоги разгорятся жарчайшие споры, какой из борщей самый правильный, с мясом или без, с бурячком или на фасольке, с помидорками или на томатной пасте. Но это будет потом. Сначала нам нужно добраться до перемоги. Две истории на этой неделе очень хорошо показывают, что наша перемога все ближе. Первая.
История освобождения острова Змеиный, в которой принимала самое активное участие наша украинская Богдана, построенная и сбереженная в единственном экземпляре. Как ни старались ее уничтожить, даже любимчик великого шашлычника указ специальный для этого подписывал. Люди ее сохранили и спасли, а она помогла очистить Змеиный от рашистов. Обосрамившись на весь мир, россиянцы продолжили гнать про жество доброй воли, на чем потешается весь нормальный мир, а Украина как бы говорит: вернули остров, вернем и полуостров, и Донбасс вернем, все вернем, людей только не вернем. В какого Бога верите лично вы? Помолитесь Ему о спасении душ тех, кто не увидит нашей перемоги и не сможет разделить с нами радость от нее, и обняться с нами не сможет. Помолитесь и помните о них всегда. Ну, и ролик этот не будет полным без упоминания вот о чем. Июль месяц особенный, третий квартал. Не то что на горизонте, он начался. Россия все так же терпит потери. Все так же бахвалится взятием 3-4 хат, предварительно отлупашив по ним с самых дальних дистанций. Мы же копим силы и бьем на точность, пока враг заваливает кусты потернетами. То же самое происходит и в экономике. Украина держится. Война идет на ее земле, но государство живо. РФ у себя дома и официально не воюет, при этом валится оперативнее, хлеще, жестче, громче. Навсегда. Но всем хочется обвалить врага окончательно. Вот люди и спрашивают: когда же? Когда? И тут я напомню. Не забывайте, что Найбуллина говорила именно о третьем квартале. Намекала, что это как бы волнорез для российской экономики. Мол, тогда та нащупает настоящие рельсы, уже не по запасам ехать, нет. Скорее жить посредством. Жесты доброй воли все так же дороги по содержанию и дорожают с каждым днем. Путин не угомонится, ведь буряты и тувинцы для него не русские, а платят русские. Что же это значит? Как в анекдоте: папа не станет меньше пить, это ты будешь меньше кушать. Стричь будут везде и со всех. Искать кэш для контрабанды, связи по обходу санкций. Платить наемникам надо? Мобилизировать в армию желающих попасть на учения, чтобы закрыть кредит. Надо? Надо. А это все недешево стоит. Мораль простая. Русским официально прописали суровую диету на скрепах и воде. Не верите, что они будут в нищете? Ах, ощущаю скепсис. Привык. Простите, но цены на мясо в РФ с вами как-то не очень согласны. Они спокойно себе прутся вверх, потому что из орлана не приготовишь отбивную. А ведь вся российская политика строилась на принципе, что тебе должно хватать на свою плохую жизнь. Опа! Уже не хватает. С чем Россия вошла в третий квартал? Импорта де-факто нет. Бизнес крупный ушел, что осталось подорожало, рабочие места тю-тю, и то еще не июль был. Вместо побед — картинка. Русские, они ж картинку любят. И это тоже выражается в экономике. Вспомните их поступки. Если Макдональдс закрылся и ушел, а ты на его запасах новое кафе открыл, норм. Просто логотип на соусе маркером замазал. Одна беда. Почему-то припасы попередника быстро заканчиваются, и картинка становится пустышкой. Когда декорации заменяют собой смысл, они начинают чертовски дорого обходиться. Первые 4 месяца этого года экономика РФ трещала по швам. 97% автопрома испарилось. Жесты доброй воли, неспособность жить без импорта, провалы отраслевого масштаба. Вы уж простите, но Сбер впервые за 20 лет дивиденды не платил, как и «Газпром». Кстати, последний до того обещал офигенные выплаты, наибольшие и самые сочные. Видать, не срослось. Женеманш посижу. И это не третий квартал, а еще только второй был. Выжило 3% автопрома, то есть автопром взял и не выжил. Осталась картинка, попробуйте ездить на ней. И весь этот провал шел за счет ресурсов, накопленных ранее. Те закончились, как булочки в Макдаке. Теперь представьте, как русским это все повторить уже без заготовки. А никак. Так что им теперь будет еще хуже. Просто вдумайтесь. Глава Центробанка боится третьего квартала, и к его началу экономика уже вплотную к минусам. А Блицкриг идет вовсю, сжигает еще больше денег, съедает то, что чудом не доел весной, так что никакого просветления в РФ не планируется в ближайшие 70 лет. Наша задача — также отражать удар за ударом, не сбавляя обороты. Противник ранен. Глупо пропускать удары от него, согласитесь.
Все ближе тот момент, когда враг сам себя доломает, а мы постараемся ломать его со своей стороны и точно никуда не отпускать. Нет, хорошие русские, вы уже не вернетесь. И ваши мамки и дамки будут смотреть «Лебединое озеро» в красивом телевизоре и думать, а как же теперь кредит-то за него отдавать, и что завтра останется в новом холодильнике? Память. Память о чем? Посмотрим, как телевизор заменяет холодильник, особенно натощак. Мы лупашим Россию, а блицкриг ее доїст. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донатори Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут, і там червону пімбочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів з каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш вклад в перемогу України.